Приветствую, меня зовут Александр Кролевецкий. Я владелец мастерской Armory Allmaster. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о моем проекте, который я сделал не так давно. Я сделал локти 16 века. Ну, это, естественно, стилизация, это не полная реконструкция, но постарался сделать максимально приближенно к источнику. И для себя открыл массу нюансов после изготовления. Также хотел бы рассказать вам о преимуществах данной защиты именно в 16 веке. Считается, что 16 век это был пик производства доспехов, где уже они обсосали абсолютно все, знали как, куда и что, и делали достаточно хорошие вещи. И сегодня я попытаюсь рассказать, почему было так, как я считаю. Я изготовил вот такой локоть. Вот. Он сделан из одного куска стали. Здесь он соединен в заклепочке. Здесь сделан отгиб. И вальцовочка. Вальцовочка идет по всей длине локтя, что придает конструкции очень хорошую жесткость. Очень часто в бою бойцы получают удары именно в кромку локтя, вот сюда. И после этого локоть начинает либо трескаться, либо остаются сильные зарубины. За счет того, что здесь сделана вальцовка, происходит утолщение стали и увеличивается прочность. Это довольно хорошо, так как доспехи менять довольно дорого. Одно еще преимущество данного изделия это в том, что здесь есть защита внутренней части руки. Выглядит это вот так. Вы одеваете локоть, он немножко великоват на меня. Вот. У вас есть полный сгиб. Я могу сделать аж вот так вот. Ничего не мешает сгибу. Если надо, я могу спокойно застегнуть шлем. То есть имеется полный сгиб. И внутренняя часть также защищена. То есть если у вас будут сюда идти удары, то вам ничего не будет. Это очень хорошо. То есть в 16 веке ребята действительно понимали, что они делают. Сейчас у нас в большинстве случаев не используется защита внутренней части. Но я думаю, скоро стандарты поменяются и будут использоваться. Потому что бои становятся все более жесткими. И поэтому нужна более серьезная защита. Естественно, этот локоть весит немного больше, чем локоть без вот этой защиты. Да? Вот, допустим, вот нет вот этой части. Только вот здесь остается. Естественно, этот кусок стали добавляет веса. Ну, здесь его сколько? 10-15 сантиметров всего лишь. В принципе, это не такой большой вес, чтобы жертвовать тотальной защитой локтя как спереди, так и сзади. На подвижность никак не влияет. Абсолютно. То есть полный сгиб. Вот я руку закидываю за голову. Абсолютно спокойно. Да, на мне еще будет одет армдублет. Он немножко уберет объема. Но в общем целом довольно неплохо. Вот так это смотрится изнутри. Вот. Оп. Конструкция здесь очень интересная. Здесь уже, здесь шире. Возьмем ближе. Вот такая конструкция. Здесь соединено двумя заклепочками. То есть я сначала его загнул, а потом сделал вот этот красивый отгиб. Вот. Который появился после тщательной обработочки. Вот. Он здесь имеет достаточно острый угол, и это позволяет хорошо сгибать руку. Чашечку можно еще отковать еще больше. Это экспериментально сделан локоть. Я его сделал буквально за 3-4 часа. Вот. Данное изделие сделано из обычной сырой стали. Но я также делаю изделия из каленой, из углеродистой стали, без всяких вопросов. Просто мне было интересно поэкспериментировать, не хотелось тратить дорогостоящую сталь, и я сделал из обычной сырой стали. Толщина здесь 1,5 мм.
принципе вполне обрабатываемо. Что я могу сказать? В будущем я планирую сделать комплект с такими локтями. Это будут как раздельные руки, то есть состоящие из защиты бицепса и предплечья, также плеча. И полные латные руки, которые будут соединяться здесь на заклепочках, и все это будет двигаться по принципу стандартных латных рук. В 16 веке, насколько я понял, применяли два типа фиксации. Если это латные руки, ставили здесь заклепочки, оно все работало, на заклепочках ходило. Либо сверлили вот здесь вот дырочки и пришнуровывали к армдублету, либо же ставили тоже заклепочки, здесь ставили кожаный хлястик, который соединял защиту предплечья и защиту бицепса. То есть, я думаю, обязательно сделаю комплект и покажу вам, что у меня получилось. Пока это эксперимент, но эксперимент, на мой взгляд, очень интересный, и у него будет будущее. Спасибо за внимание. С вами был Александр Кролевецкий. Armory All Master. We forge your victory.